Ну, раньше я боялся, на улицу вообще не мог выйти, особенно из-за взрывов. Сейчас, привык к взрывам. Сейчас, могу там в магазин сходить, если мама сказала, там, выйти на полчасика погулять. Меня зовут Сергей Шапаренко. У меня многодетная семья, 4 детей, жена Олеся. Мы живем в городе Краматорск, Донецкая область, поселок Шабельковка. Все, ты будешь спать? 24 февраля еще собирался на работу, но были сильные обстрелы, я пришел, а начальник говорит, все, война, я вернулся домой. И страшно было, страшно. Я просыпаюсь из-за слов мамы, что она говорит, началась война. Казалось, как будто это сон. Я хотела пойти в школу, потому что там Мия и Настя. Мы тогда в тот день договаривались, что мы поиграем в жмурки в первый раз в школе. У нас не получилось из-за войны, потому что война началась и все. Теперь на дистанционке сидеть. За день до войны в техникуме мы решили, так сказать, отпраздновать такую круглую дату 22.02.2022. Было довольно-таки весело, а потом вот так через день просыпаешься, взрывы, и ты думаешь, что это такое, может быть, что-то рвануло, а потом новость о том, что война. Получилось так, 24 число, деньги были у нас в запасе, но когда, например, ребенок маленький, да, нужны памперсы, нужны питание, ты заходишь в магазин, этого всего нету. Перестал ходить транспорт, и мне приходилось пешком с поселка идти в соцгород, по лекарства, по памперсы. Было тяжело. Когда прилетела в первый раз очень громко, это было очень страшно. Ваш велик положила на траву, начала ложиться, потом все прошло, я быстренько побежала домой. Я помню, один раз мы гуляли с друзьями, играли в футбол и услышали взрыв и посмотрели в сторону города, а там уже дым был. Потихоньку привыкаешь, но не хочется к этому, конечно, привыкать. Но так, да, уже привыкли к взрывам и привыкли. Что прилет ракет может быть везде, но куда бы мы ни уехали, это только нужно ехать за границу. Поэтому, я думаю, как такового смысла уезжать не было. Мы уже к этому адаптировались, привыкли в этом жить. Что, конечно, есть плохо, но да что поделаешь, это жизнь. Мне нравилось ходить в школу до войны. Сейчас в городе опасно, взрывы, школа не работает. Это влияет, очень плохо влияет, потому что школа, она помогала детям, дети больше развивались, был класс, они занимались, им учителя рассказывали достоверную, нормальную информацию. Сейчас или света нет, или тревога, дети все хотят в школу. Я жду, пока закончится война, чтобы нормально заниматься, чтобы прийти и заниматься в свой зал. Сейчас у меня не получается тренироваться, потому что в зале опасно, и я занимаюсь боксом дома. Я мечтаю, чтобы закончилась война, чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы пошли в школу там. Хочется, чтобы обратно за мальчиками побегать.
Она нас больше как бы друг другу сблизила, что детей, что семью, как-то мы друг друга держим, друг друга поддерживаем и стараемся жить дальше. Мы с женой всегда жили, живем и будем жить для своих детей, для внуков, стараемся как-то, ну не падаем духом. Как-то так.